Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересная поездка в малоизвестный и не туристический регион Испании. Здесь нет большого потока туристов, это не Мадрид и не Барселона, но зато здесь есть очень интересные римские руины, античные постройки в очень хорошем состоянии, в самом лучшем состоянии на территории Испании. И этот регион называется Экстремадура. Так что, как говорится, пристегнитесь ремнями, будет очень интересная поездка. Так, Алексей? Точно. А за окном у нас меж тем 10 градусов. Вот такая вот погода. Предупреждение об осадках, ветре, дожде, снеге. Все, что можно ожидать в этот период времени. Ну а мы с вами едем вперед. Алексей, расскажи коротенько, зачем мы едем в Экстремадуру? Мы же не на руины едем смотреть, не только на руины. И на руины тоже. Не, на самом деле мы едем, конечно, по работе. У нас там строится солнечная электростанция, и мы едем туда для того, чтобы рассмотреть возможность размещения майнинг-центра на нашей солнечной электростанции, которую мы строим. И один из таких моментов – это подключение этой электростанции к сети. Многие знают, что в Испании есть проблемы с подключением к сети. Мы вызвали представителей компаний, которые являются дистрибьюторами сети. И мы будем обсуждать сроки подключения нашей станции. То есть станция достраивается, подходит к концу. И мы должны получить сроки, именно сколько у нас времени будет до включения. Если срок увеличится, на одной станции у нас увеличился до 1,5 лет, то мы эти 1,5 года будем просто майнить криптовалюту на этой станции. Ну а параллельно мы, наверное, покажем вам, дорогие друзья, еще и различные достопримечательности региона Экстремадура, чтобы вы могли представить себе, что это за регион и почему он привлекателен, мы вам тоже расскажем. 9 градусов. Ну а у нас 9 градусов, отсюда не видно. Ну и машина наша дает информацию, что у нас низкое давление в шинах. Сейчас придется где-то остановиться и подкачать свои шины. Ну да, был прогноз, что где-то местами даже пройдет снег. А в Альбасе-то всегда зимой бывает регулярно снег. Вот. Такая погода. Реально холодно. На улице похолодало, хорошо, что мы взяли теплые вещи. Наша дорога в Экстремадуру пролегает через живописный регион Кастилья-Ла-Манча, который сам по себе увлекает своим характерным ландшафтом. По пути мы видим знаменитые мельницы, раскинувшиеся на лугах, и сразу же вспоминаем о легендарных приключениях Дон Кихота. Этот регион уникален не только своим литературным наследием, но и яркими контрастами природы. Зеленые поля соседствуют с сухими равнинами, каждое место здесь дышит историей и вдохновением. А пока мы все еще в пути, нам предоставляется уникальная возможность проехать через город Толедо, который является сердцем Кастилья-Ла-Манча. Едем? Едем. Ставьте лайк. Мы провели в пути около 4 часов, и все это время нас сопровождала дождливая погода. Несмотря на это, дорога прошла быстро, и вот на горизонте начали появляться силуэты города Толедо. Среди них сразу выделяются знаменитый Алькасар и величественный Толедский собор. А теперь мы въезжаем в город, чтобы остановиться в нашем отеле. Размещаемся мы в отеле города Толедо. Вот такой он интересный. И за окном у нас дождь. Ну и хотела сказать, дорогие друзья, еще раз, что Испания – это не всегда жаркое солнышко на пляже. Есть еще и такая дождливая погода. Очень интересно. В Толедо есть вот такие интересные отели, которые
Очень красиво стилизованы особняки разные. Город исторический. Нам сказали, очень много достопримечательностей здесь. Ну и, соответственно, вот такой у нас коридор. Так просто немножко вам показываю. Дождливая погода. А мы едем в Экстремадуру. Тоже очень интересный регион. Заселяемся. На следующее утро дождя уже не было, погода нормализовалась, и несмотря на то, что нам нужно было спешить дальше, мы решили сделать небольшой обзор Толедо. Хотелось увидеть те достопримечательности и знаковые места, которые нельзя пропустить. Сейчас мы немного прогуляемся по городу и посмотрим его самые важные исторические точки. Итак, дорогие друзья, мы в Толедо. Толедо – это достаточно древний город. Он основан в 1 веке до нашей эры римлянами. Проживает здесь около 85 тысяч человек. Он не такой-то уж и большой, но имеет очень много интересных исторических достопримечательностей. Долгое время город Толедо был резиденцией испанских королей. Но в 1561 году король Филипп II перевел столицу из города Толедо, столицу Испании, в город Мадрид. На то были у него свои причины. О них мы сейчас умолчим. Вы можете всегда найти это в открытых источниках. А мы сейчас пойдем по красивейшему мосту. Есть Римский мост один, он немножко в другой стороне. Здесь средневековый мост построен в XIV веке. Мы сейчас по нему пойдем. Кстати, когда вы будете здесь, пройдитесь еще и по Римскому мосту. Он был построен римлянами, по-моему, в III веке, но был дальше реконструирован в XIV или в XV веке, то есть в средние века. Поэтому он в очень хорошем состоянии. Он ведет, так же как вот и этот Сан-Мартин, Пуэрто де Сан-Мартин, ведет в старый город, соответственно, за вот эту средневековую стену, средневековый красивый город, который может похвалиться своими историческими памятниками. Наверное, 2 или 3 мы посмотрим. Здесь есть музей Эль Греко. Надеюсь, мы сегодня его посетим. Пойдемте с нами. Название Толедо происходит от латинского слова «толетум», что примерно означает «возвышенное место». Это связано с тем, что город расположен на скалистом холме, окруженном рекой Тахо, что делало его природной крепостью. Однако корни названия уходят еще глубже, в кельтское и иберийское наследие. До прихода римлян здесь был древний поселок, известный как Толето, что могло означать «место воды» или «высокое место». А также интересный факт про этот город. С древности Толедо славился своими кузнецами, которые изготавливали знаменитые стальные клинки. Толедские мечи ценились по всей Европе за прочность и изящество. Дорогие друзья, сейчас мы идем по мосту Сан-Мартин. Он был построен в XIV веке, прекрасно сохранился. Мы попадаем в старый город через небольшие ворота, проходим средневековую стену и сейчас, наверное, увидим много интересных достопримечательностей. Еще, дорогие друзья, я вам хотела сказать, что вот этот мост Сан-Мартин в Толедо, он знаменит не только своим средневековым происхождением, но и очень интересной легендой, которую рассказывают здесь всем туристам, и мы тоже ее прочитали. Так вот, архитектор, который проектировал этот мост, однажды он осознал, что этот мост, который он вот спроектировал и возвели его, он не выдержит той нагрузки, и архитектор будет опозорен. И он свои переживания рассказал своей жене. Так вот, мудрость
мудрость женщин. Жена ночью пробралась и подожгла одну из опор моста, имитируя несчастный случай, что он случайно возгорелся. Часть моста рухнула, что позволило архитектору перепланировать мост и перестроить его так, что он выдерживает нагрузки. Вот такие женщины мудрые, жены, находчивые, спасают своих мужей. И вот этому, собственно говоря, посвящено вот здесь вот это вот, видимо, изображение какой-то святой, и вот эта вот табличка, она, вероятно, вот это все и гласит. Это на входе у ворот, вот как раз с этого моста в старый город. Ну, а мы пойдем посмотрим, что же здесь еще такого замечательного в городе Толедо. Толедо – это регион Кастилья-Ла-Манча. Наверняка все читали про Дон Кихота Ла-Манческого. Ну, вот, собственно говоря, дорога Дон Кихота, Рута де Дон Кихоте. Так что вот, можно ознакомиться, прочитать. Еще я прочитала, что здесь, в этом городе Толедо, как бы соединяются и уживаются три религии. Соответственно, христианство, мусульманская религия, ну и как еврейская, да? То есть вот, пожалуйста, синагога, насколько мы поняли, 12 века. Улицы Толедо настолько узкие, что в некоторых местах пешеходы могут дотронуться до стен домов с обеих сторон. Регион Ла-Манча. Как же не сфоткаться с Дон Кихотом? Ола, товарищ. Далее, дорогие друзья, наш путь будет пролегать к готическому собору, то есть это кафедральный собор Толедо, готическое сооружение, построенное в 13 веке. Там очень интересные виды, роскошные различные панорамные витражи, я не знаю, там фрески могут быть. В общем, мы зайдем внутрь и покажем вам немножечко интересного. И это одна из визитных карточек города Толедо и одно из знаменитых сооружений именно этого города. Строительство собора началось в 1226 году и продолжалось более 250 лет. Завершилось оно в 1493 году. Это один из величайших архитектурных проектов своего времени. Собор был построен на месте старой мечети, и в его архитектуре гармонично сочетаются элементы готики, ренессанса и мавританского стиля. Sancho, que quedó turulato de que sé cuánto quiera. Me faltaría más. Pero Don Quijote, como buen caballero, no tiene oído ni leído en novela alguna que se queje por no comer, ni por las heridas que tenga, aunque por ellas se le salgan las tripas. Pues la merced es caballero y lo puedo aguantar, pero yo soy escudero, los escuderos necesitamos llantar. Poética en el gran teatro del mundo, no se lo pierdan. Espero verles por ahí a todos, estos no van a ir. Ну что, чтобы попасть в кафедраль, нужно купить билетики. Билетики у нас получились на двоих 24 евро. Надеюсь, от того стоит. Сейчас зайдем. Вот туда. Собор имеет 5 нефов, величественные витражи, гигантские башни и красивые галереи. Его интерьер поражает роскошью и деталями. Ну, он считается самый большой храм в городе Толедо. Вообще считается визитной карточкой этого города. Ну, можно зайти посмотреть с архитектурной точки зрения. Витражи красивые, да. Фрески красивые. Здесь, конечно, все очень интересно. Собор хранит уникальную коллекцию произведений искусства, включая картины Эль Греко, Гойи, Тициана и Ван Дейка. Алтарь собора, украшенный позолотой и резьбой, представляет сцены из жизни Иисуса и привлекает внимание своими детализированными фигурами.
Одна из главных особенностей собора, как мы вычислили, это его пятинефная структура, что делает его одним из самых больших соборов в Испании. Внутри также можно найти знаменитый хор с деревянной резьбой, изображающий сцены из завоевания Гранады, а также капеллы, украшенные драгоценными камнями и золотом. Дорогие друзья, в Толедо нас также встречает Алькасар. Это величественная крепость, которая была построена в III веке римлянами, а вот современный облик она уже обрела в XVI веке. Сейчас здесь находится военный музей истории Испании или военной истории Испании, а вот тут мы прошли с краю библиотека, публичная библиотека. Ну вот как-то так. И сейчас мы направляемся в музей Эль Греко. Что я вычитала интересного, что в городе Толедо стоит попробовать обязательно марципаны, изготовленные монашками. Вот такое вот местечко. Полочек и удобные обуви. Толедо город на холмах, так что берите хорошую обувь, кроссовки с хорошим протектором. Бывают дожди, холода, так что нужна теплая одежда, дождевики, зонты и хорошая обувь. Ну и выносливость бродить вот по таким подъемам. Итак, наконец-то мы пришли в музей Эль Греко, известного художника, который провел в городе Толедо значительную часть своей жизни. Мы купили билеты. Билеты стоят у нас по 3 евро на человека. Мы взяли вот такую карту и пойдем сейчас обследовать вот этот музей, где хранятся шедевры художника Эль Греко. Главное, читаем Дон Кихота, как фильм. Да. Музей Эль Греко был открыт в 1911 году и содержит множество произведений самого Эль Греко. Также здание музея с элементами архитектуры XVI века позволяет почувствовать атмосферу той эпохи, а коллекция помогает лучше понять влияние Эль Греко на искусство того времени. Музей также включает работы, иллюстрирующие важность города Толедо для художника и его творчества. В Толедо есть множество интересных мест, которые мы не успели посетить в свой визит. Помимо великолепных соборов и музеев, таких как Музей искусств, Музей Толедо, город славится своими историческими особняками, например, Каса дель Консуэло. Здесь также есть университет Толедо, который вносит свой вклад в образование города. В Толедо удобное транспортное сообщение, в том числе есть железнодорожный вокзал, с которого легко добраться в другие города. Этот город вообще полон исторических и культурных достопримечательностей, и в нем всегда есть что посмотреть. Ну что, дорогие друзья, после насыщенного дня в Толедо, где мы погрузились в атмосферу средневекового города, наш путь продолжается, и мы все-таки едем дальше в Экстремадуру. Следующий пункт нашего назначения – уютный и интересный город Пласенсия. Так что оставайтесь с нами, мы продолжаем наше путешествие. Алексей, я хочу узнать твои впечатления. Как тебе город, как тебе дороги, люди, цены? Люди отличные, дороги гостеприимные, только наоборот. Ну да. Все хорошо, город очень интересный, исторический. Кому интересно средневековье, вообще история Испании, конечно, стоит посетить, стоит да? обязательно посетить. Цену на топливо? 1,53, 95-й бензин, все то же самое, все как везде. Цены в кафешке? Кафешки мы попили кофе, получилось у нас на 3,40 евро, то есть... Ну да, евро 90. Как и у нас. Стоялочки есть, все нормально. Город очень чистый, со своей стороны могу сказать, ухоженный, красивый, много зелени, цветов. Ну и да, люди достаточно приятные.
Кстати, в центре есть также парковки, прям в центр, в старый Да, город можно заехать. подземные, очень много подземных платные. парковок, да. Так что даже те, кому тяжело ходить, может подъехать на машине и припарковаться прямо у достопримечательности. Все, не отвлекаю тебя, едем вперед. Мы, дорогие друзья, находимся в городе Пласенсия. Очень интересный, небольшой, но интересный город. Здесь я прочитала где-то 50 тысяч жителей. Основан он был в 1186 году Альфонсо VIII. Думаю, что этому все посвящено. Здесь, многое посвящено. Находится он на берегу реки и был построен, кстати, как стратегическая крепость защиты от мавров. Вот. Но затем он, видимо, разросся. Здесь есть очень много исторических различных зданий. Вообще это средневековый такой город. И здесь есть кафедральный собор Пласенсии, один из важных памятников архитектуры. Также я прочитала, что здесь есть римские остатки. В самом городе их не так много, но в ближайших пригородах много. Вообще Экстремадура, она славится тем, что здесь очень много римских остатков, различных построек в самом хорошем состоянии на территории всей Испании, то есть в наилучшем состоянии. Но напомню вам, дорогие друзья, у нас поездка деловая, поэтому мы просто немножечко охватываем и показываем вам, немножко сочетаем это с культурной, да, программой, но на самом деле у нас цель поездки другая, поэтому мы вот показываем то, что успеваем. Дальше здесь есть различные городские стены и ворота, тоже средневековые такие, да, площадь, центральная площадь Майора, еврейский квартал. Много интересного, добавляйте, если вы знаете. А мы немножко вам покажем, что-то добавим, что-то расскажем, но это не туристическая у нас поездка, и мы не гиды. Наконец мы в городе Пласенсия, заселяемся в отель. Город средневековый, много достопримечательностей. Кафедральный собор Пласенсии – и это готический собор, который строился более 200 лет, начиная с конца XII века. И сочетает он в себе элементы как готики, так и ренессанса. Знаменит он своими красивыми витражами, скульптурами и колоннами. Знаем, что вход в него платный, но точную стоимость вам сказать не можем, так как мы его посетить не успели в этот раз. В каждом городе, дорогие друзья, есть центр культуры и туризма, офис. Вот он находится в таком прекрасном здании в Пласенсии, в центре старого города. Можно зайти, взять какие-то гиды, проспекты и узнать много интересного. Вот, в любом офисиносе, да, как бы, Да, интересные буклеты. И здесь есть немножко истории, потому что, действительно, город такой очень исторический. Ой, здание такое красивое. У нас мало времени, поэтому мы зашли, сразу спросили, нам дали буклеты, у нас буквально один вечер. Конечно, каждый город, он требует подробного посещения. Вот, Пласенсия. Кстати, здесь разные развлечения. Мы посмотрели, что здесь есть все для горных прогулок, хайкинга и даже альпинизма. Вероятно, здесь тоже все это развито в этом регионе. Еще хочу показать, что в центре туризма дали все мероприятия, которые проходят сейчас в городе. Цены, что платно, что бесплатно, где находятся, телефоны, все. Да. Очень вежливые люди, да? Да, очень хорошо. Так, все. Алексей, прикладывай к себе усы. А фоточку? Усы. Может, тебя специально сюда послали за этим?
Vale, venga, pues aquí estamos en la... Это мы вышли на главную площадь, она так и называется, Пласа Майор. Ну, как обычно, на всех таких площадях здесь много едальнь разных, едальных и питейных заведений, а также фармасии, там, может быть, какие-то сувенирные магазины. Вот она такая не очень большая, но такая приятная. Разная еда здесь есть. И вот так вот утеплено. 14 градусов сегодня. Я прочитала, что вот это здание, кажется, что оно 16 века, но оно построено в середине 20 века и, в общем-то, стилизовано под старину. А здесь находится Лакомьенто, да? Я не знаю, что здесь находится, но здание очень красивое. И вот там даже кто-то лезет. Точно, судя по карте. Ну, кстати, вот в этом городе, в Толедо, было нормально. Здесь навязывают какие-то рекламы. Как-то сейчас подошел с лотереей. Полиция ездит, все время смотрит. Так что все-таки будьте здесь, наверное, аккуратны. Кико. Будьте здесь, наверное, аккуратнее. Может что-то у зазевавшихся туристов пропадать, вероятно. Полиция просто так ездить не будет. Достопримечательности. Я думаю, сегодня мы все не обойдем. Много. Он средневековый город, красивый. Город, да. Ну, очень много вот именно таких артефактов. И расскажи, в районе этого города, вообще в Экстремадуре, много магазинов, которые предлагают что? Мед, сыры, сыры. Так как здесь колбасы. Растет дуб и желуди, соответственно, здесь барашки, коровки, свинки. Все натуральное и вкусное. Стена-то получается вот это. То есть стена, да, этот город, кстати, еще славится тем, что есть сохраненная средневековая стена, которая окружает, естественно, старый город. Ну, то же самое, что мы и в Толедо видели. Есть ворота, там какие-то знаменитые ворота Солнца, еще какие-то ворота. В общем, есть что посмотреть. Но, в отличие от Толедо, все-таки он немножко более мелкий, более такой хаотичный. Есть такие пошарпанные домики, улочки такие не очень зрачные, разрушенные домики. Ну и люди различные, которые что-то предлагают. То есть это не всегда комфортно. Так. Ой, наверное, средневековый источник воды. Точно. Вообще очень интересное погружение в средневековый город. Но мы где-то в Испании уже это встречали, и во многих городах. Ну вот, достаточно любопытно. А здесь спрятался отель. Красивенький. И апельсиновые деревья. А вот это вот, насколько мы прочитали, бывшее здание монастыря, которое основано в середине 15 века на месте старой синагоги. И самое прикольное и интересное, ну сейчас там закрыто, все понятно, здесь размещается отель. Вот. Вот такой интересный факт. Из настоящего. Ну, такое место, такой городок интересный. Как интересно, правда. Отель в старом монастыре. Свет приглушенный, элементы старины, погружение в средневековье. Ну вот я сейчас, например, себя прямо в средневековье ощутила. Так и есть, признаки. Во-первых, мы тут одни. Во-вторых, тут все такое старое. Такие мощные двери, ворота. Ну, в общем, так. Под ногами такая плитка. Своды такие. Да. А я имею в виду вот эти вот проходы. Посмотрите. Какая стеночка старая.
ворота. А там? А здесь? Вообще просто жуткое средневековье. Мрачно. Еще погода такая какая-то дождливая. Средневековая. Быстрее отсюда. Вот мы гуляем по вечерней Пласенсии, уже совсем темно, и это придает городу какое-то особенное настроение. Улицы узкие, мощеные, свет старинных фонарей падает на стены зданий, и это выглядит очень атмосферно, как будто переносишься на несколько веков назад. Мы просто идем, смотрим по сторонам, и все вокруг такое старое, что кажется, вот-вот из-за угла выйдет кто-то в средневековой одежде. В некоторых местах слышно, как скрипит дверь или звучат шаги, и создается полное ощущение, что время здесь остановилось. По нашей традиции, я знаю, что вы, дорогие друзья, любите, когда мы заходим в разные места, показываем вам цены, жизнь настоящую. Мы зашли в кафешечку, взяли кофе с молоком, сервесу. Это нас угостили. Значит, особенность такая. Здесь, если вы хотите поужинать, все начинает работать в 8:30, либо в 7:30. Вот, поэтому сейчас еще не время ужина. Но зато у нас здесь есть шикарный обогреватель, защита от ветра, от дождя, от солнца, от плохого настроения. Это центральная площадь Пласенсии города, Пласа Майор. Заведение, не буду рекламировать, самое обычное, цены демократичные. Все как везде, есть мясо, рыба, но нам надо ждать час. Ничего, мы посидим, погреемся, попьем пока, некоторые поработают. И дальше уже будем вот такое вот заведение, уютненькое. Ну что ж, и сейчас все-таки ноябрь месяц, поэтому пошел сильный дождик, который вчера у нас был в Толедо. Мы его перегнали, а он нас догнал. Испанская обувь, но немножечко другая, не такая, которая у нас в Эльче. Для более прохладного, и сумочки тоже, для более прохладного, хотя, может быть, такие встречала я в Эльче тоже. Да, здесь для более прохладного времени. Классно. Но, дорогие друзья, хочу вам показать цены на недвижимость. 3 комнаты, 52, представляешь? Может быть, это в старом каком-то здании, но, во всяком случае, есть, смотрите, 120, 4 спальни, касино, салон, 2 туалета и квалификацион, то есть с кондиционером. Вот, смотри, хороший вариант, кстати. Цены разные. 48 тысяч, 3 комнаты, салон, кухня и туалет с ванной. Да. За 30. В общем, цены, есть и 570, конечно, современное жилье с бассейном, с таким. Есть и 30, да. 12 парковочное место. 45. Да, то есть, недвижимость, вы видите, сколько стоит.
Экстремадура – это удивительный регион с красивой природой. Здесь растут дубы, чьи желуди едят иберийские свиньи, благодаря чему получается знаменитый хамон с уникальным вкусом. В этих местах обитают редкие животные и птицы, такие, например, как черный аист. Экстремадура вообще знаменита своими уникальными пастбищами с дубовыми рощами, где гармонично сочетается природа и сельское хозяйство. Эти ландшафты признаны одними из самых устойчивых сельскохозяйственных систем в мире. Но дорога наша пролегает вот в таких красивых дубовых рощах. Мы вам уже показала, я немножечко, что тут под ними как раз пасутся черные свинки. С другой стороны коровы, есть озера с рыбкой. Но въезд сюда запрещен для туристов, для просто частных. Здесь муниципальная территория. Ну что, роднушки, вы к нам по-испански только соображаете. Смотри, какая красота и аутентичность. Кабанчики. Ах вы красавцы. Нам вам даже нечего и кинуть. Так, у нас здесь мы приехали на плантацию, тут гуляют свинки. Смотрите, какие они. Вот. Под дубами. А говорят еще, как свинья в апельсинах, как свинья в апельсинах. Да, ну, ребят, мы с другим сюда едем, с другой целью. Ну что, друзья, мы подъезжаем к нашей плантации. Вот закончилось строительство. Сейчас Татьяна покажет впереди. Здесь уникальная станция, что здесь очень вписали ее в ландшафт, потому что вокруг дубы, свиньи ходят, вы видите. То есть это будет такая плантация, которая не портит природу и дает еще электроэнергию. Также в Экстремадуре находится один из самых известных национальных парков Испании Монфрагуа, где обитает множество редких птиц, включая испанского имперского орла и грифа-монаха. Так что не обязательно ездить в Астурию, дорогие друзья, в Пиренеи. Можно найти везде, в каждом регионе свою изюминку. Испания, она очень-очень разная. И везде есть свои какие-то прелести. Ну что ж, пройдясь по древнему городу Толедо и по Пласенсии, мы, наконец, попали в римский мир, в римский город Каппора. Это удивительное место, как раз где сохранились остатки римского поселения. И здесь проходит дорога, которая вела с севера на юг. Римская дорога. Эта арка называется Тетрапилон. Она четырехсторонняя триумфальная арка, одна из самых знаковых объектов римской архитектуры в Испании. И она сохранилась здесь почти в оригинальном виде. Символизирует же центр древнего города. И вот эта арка считается уникальной, местные жители нам только что сказали, потому что она, подобных тетрапилонов в Испании, почти не сохранилась. А здесь она почти сохранилась в оригинальном виде. Вот, видимо, вот так. И мы ее увидим обязательно. Как тетрадка и ручка, да, то есть на этом писать. Вот это растопленный воск, а это вот такое царапающее устройство за место ручки, эскритура, то есть и вот записи какие-то они делали. Причем этот город основан, это поселение, в 1 веке до нашей эры. Представляете, какие они были? Великая Римская империя, цивилизация. И вот вопрос, дорогие друзья, как они строили такие поселения вдали от Рима? Да, причем город, он находится рядом, вообще ничего нет. Мы видели дорогу, да. Еще. Дорогие друзья, ну вот это римское поселение, которое называется Каппора, как мы уже сказали. Построено оно было в 1 веке до нашей эры. Почему в этом месте? Потому что это место было стратегически важное на дороге, на римской дороге. Римский путь был с севера на юг, Виа де ла Плата. Это древняя римская дорога, соединяющая юг и север. И вот теперь у меня к вам вопрос. Как вдалеке от Рима они могли построить огромное такое поселение? Потому что мы
посмотрим остатки. Вообще Экстремадура, она славится тем, что, как в начале этого ролика я и говорила, здесь в наиболее лучшем виде сохранились вот эти вот римские поселения, римские какие-то остатки строений. Мы их сегодня посмотрим. Вот это амфитеатр. Вообще посетите при возможности, наверное, ссылку для общего образования вашего и вообще всех, кто интересуется, я оставлю в описании под этим видео. Посетите по возможности, познакомьтесь с этим регионом Экстремадура. Он имеет свою какую-то изюминку и прелесть. Посещайте лучше в прохладное время. Летом бывает здесь очень жарко. И обязательно заедьте сюда, потому что Испания – это еще и римский период. Очень много с Римом связано, но здесь вот можно прямо погрузиться в эту атмосферу. Вход, кстати, бесплатный. Есть аудиогид, все можно QR-код как бы сканировать и читать. Информационные таблички на испанском и на английском. Ну и, соответственно, просмотреть можно фильм, зайти в информационный центр и узнать. Местные работники здесь все разъясняют, поясняют. Давайте пройдемся кратко, найдем нашу интересующую нас арку красивую и посмотрим, может быть, пройдемся, увидим часть вот этого пути римского с юга на север или с севера на юг. Ну и посмотрим, чем он отличается от нынешних дорог. Нынешние какие дороги, а тогда, а как у них строили, какие были у них инструменты. Ну, будем смотреть, в чем же она, Великая Римская империя. На территории Капра, дорогие друзья, обнаружены остатки общественных зданий. Мы посмотрим римские бани, как всегда, да, дома, храмы. И эти элементы нам дают представление о жизни римлян, о повседневной жизни римлян, вот в частности в этом месте. Ну а дальше, когда мы проходим в эту арку, мы попадаем, собственно, вот сюда, в Форо. И это центральная часть, это центр города. Вот такой он был здесь. Ну, тут, конечно, практически ничего не сохранилось. Но мы можем себе представить. Там написано 66 на 33 метра. Оно не очень большое, кстати. Но, тем не менее, смотрите, какая красота. 66 Надеюсь, римляне видели такую же красоту вокруг себя. Оливковые деревья, луга, горы. Интересно, какая у них была погода в то время? Наверное, было жарче. Вот эта четырехсторонняя триумфальная арка. Она одна из самых знаковых объектов римской архитектуры в Испании. И она сохранилась почти, как здесь написано, в оригинальном виде. Вот представляете, как строили почти 2000 лет назад. Построили такую арку, насколько люди умели строить, просчитывали все, наверное, геометрически, чтобы все это сохранилось, никакие землетрясения, никакие наводнения, ничто этому почти не повредило это, сохранило в уникальном виде, и она считается еще символизирует центр древнего города. Я еще раз, может быть, 10-й раз повторюсь, но меня она просто поражает. Вообще, то, что мы сейчас вам показываем, оно не впечатляет так, как если вы сюда придете сами, посмотрите. Но это просто... Но главное, не в жару, но это просто поражение какое-то всех эмоций. Я представляю сразу тут римлян. А здесь, наверное, стояли колонны. Нет, мы на всякий случай... Ну, дорога-то есть, она же никуда не... На всякий случай мы пройдемся. Да, вдруг это она есть. Может быть, это она. Ну, во всяком случае, через арку, во всех городах. Да, здесь, видишь, интересные места разные. И вот она, Виа делла Плата. Она как раз проходила через эту Здесь арку. стояли строения, арки, вот эти вот колонны. О, видишь, дорога? Она как раз через эту арку и проходила дальше. Ну, все дороги центральные проходят. Главная дорога, которая заходит в город, она проходит через арку. То же самое во многих городах
мы видим, наблюдаем. И вот, пожалуйста. Пошли здороваться с коровкой. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш ролик сегодняшний подошел к концу. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Вы узнали что-то новое для себя интересное. И надеюсь, что вы также будете узнавать Испанию, путешествовать и находить много-много интересных мест. Ну, а тот, кто любит путешествовать виртуально, подписывайтесь на наш канал, здесь много интересного и полезного. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Как и обычно, не болейте, будьте бодры и эмоционально заряжены. И встретимся вновь в наших роликах. С вами Татьяна, Алексей, канал «Мы в Испании». Всем пока-пока, адьос, амигос, чао.